Друзья, всем привет! Это новый влог на моем канале. В сегодняшнем видео я отправлюсь в город будущего, Лусаил. Я давно хотел туда попасть. Отправимся на бульвар Лусаил. Очень классное, красочное место. И также я расскажу о жизни в Катаре. Я здесь уже нахожусь 9 месяцев, могу уже что-то сказать для тех, кто собирается туда приехать. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Дорога, снег, луна, дальний. Я туман, ты тайна. Все фатально, встречка, давай детальный. Заправка, 2 кофе, парламент лайс. Красный данхи, гром, дождь, аквариум, гарантии, злость. Акваминерале, валюм, город, радио. Все, наконец-то лето жаркое сменилось на такую осень, переходящую в зиму. Был огромный, просто очень сильный дождь здесь в Катаре. Я там шорт снимал. Кому интересно, посмотрите. Сейчас ставлю коротенькую вставочку, как это было. Просто затопило все к чертям собачьим. Друзья, я сейчас направляюсь в Лусаил. Еду я туда на метро. И покажу вам этот город будущего. Друзья, как никогда нужна вообще ваша поддержка. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это прям очень сильно заряжает на то, чтобы снимать больше классного контента. Не поленитесь, влепите лайкос и сделайте подписочку на канал. Несмотря на то, что я уже 9 месяцев в Катаре, я не перестаю удивляться великолепием небоскребов этого города. Кстати, друзья, это бульвар. Вообще, эта зона Лусаил была одной из главных фан-зон во время чемпионата мира по футболу. Но, насколько я знаю, там сейчас вообще практически никто не живет. Интересно посмотреть, так ли это вообще. И насколько вообще этот город технологичный, как говорят все люди. Ну, вообще, местные, честно говоря, не считают его городом, а считают как отдельным районом. Но везде, во всех источниках пишут, что это прям отдельный город. Посмотрим. От моего отеля это примерно 11 километров, то есть мне на метро добираться где-то часа пол. Не будем тратить время, поедем на метро. Друзья, бульвар Лусаил в Катаре является свидетельством современного городского планирования и архитектурного великолепия, и он действительно оживает перед мерцающим ночным небом. Этот впечатляющий комплекс расположен на фоне города Лусаил, предлагает захватывающие ночные впечатления, от которых просто дух захватывает. Кстати, чтобы туда добраться, нужно просто сесть на метро на красную ветку и доехать до конечной станции. Она, в принципе, так и называется, станция Лусаил. Это у вас займет не более 20-30 минут, если вы будете ехать от Мушериба, центральной станции. Вот и у меня это заняло не более получаса. Passengers are reminded not to leave their belongings unattended. Прикольно, что здесь метро беспилотное. Я уже, кстати, говорил в предыдущих выпусках. И можно насладиться видом, когда едешь. Вот, все открыто. Правда, не все станции надземные, многие подземные, но все же смотрится очень классно. И эта дорога, кстати, в бульвар Лусаил, вообще в этот новый город Лусаил. Я прибыл на станцию метро Лусаил. Сейчас выхожу как раз из метро. Заняло у меня это где-то минут 25. Вот чисто ехать на метро минут 25. Но от моего отеля минут 5 пешком. То есть дорога где-то 30-35 минут занимает. Что, в принципе, недолго. Я дал за это всего 2 реала. На такси сюда ехать стоит около 25-30 реалов. Кстати, друзья, здесь также в Лусаиле находится стадион Лусаил, на котором, в принципе, и проходили большинство игр. Вот он здесь рядом.
Прям очень продумано. Я вот оттуда вот выехал, то есть станция метро находится вот там. И прям через все вот это вот шоссе идет вот такой вот переход. То есть этот переход ведет вот на обратную сторону. Все это с кондиционерами, все шикарно, чисто. Прям, ну, нереально просто впечатление. Правда, здесь никого нет. Весь город для меня одного. Но смотрится прям бомбически. Здесь, кстати, более-менее все так европезировано. То есть все в таком европейском стиле. И нет вот вилл вот этих вот одноэтажных, в которых живут вот местные арабы. Да и вообще здесь все такое прям современное, ультрасовременное. И вот эти 4 небоскреба прям офигенно дополняют все. Тщательное внимание к деталям в дизайне и гармония архитектуры бульвара Лусаил является свидетельством дальновидного городского планирования Катара. Широкие, обсаженные деревьями набережные бульвара, изящные небоскребы и современные скульптуры – это визуальный оргазм для тех, кто ценит современную эстетику. Здесь также они запустили трамвай электрический. Здесь, кстати, большинство общественного транспорта полностью электрические. Но судя по тому, что рельсы ржавые, то есть пока поезд не ходит. Но по-любому скоро пойдет. Друзья, дорогие мои подписчики, немногочисленные пока, я надеюсь, самое время подписаться на канал и поставить вот такой вот лайк за то, что я снимаю для вас контент из Катара. Я уже здесь 9 месяцев нахожусь, кстати. Будет вот буквально через недельку будет уже 9 месяцев, как я нахожусь в Катаре. И хочется отметить, что здесь очень комфортно жить, если у тебя много денег. Ну, если ты готов мириться, конечно, со всеми мусульманскими здесь ограничениями, которые здесь присутствуют. Здесь хорошо вести бизнес, когда ты не привязан к работодателю, ты работаешь сам на себя. В таком случае здесь реально очень комфортно, особенно вот в таком вот новом районе, новом городе Лусаил. В месяц примерно у меня уходит на проживание и питание около $1200, учитывая, что я прям, ужимаюсь по максимуму. Для комфортной жизни, конечно, здесь нужно $4000-5000, тогда можно жить комфортно. Здесь, безусловно, красивая картинка. Вы можете сами в этом убедиться. Вы уже убедились, я вам показывал много видео. Но все-таки образ жизни и система кафала, по которой страна живет, и большинство стран Персидского залива, она далеко не для всех. В любом случае, знаете, не попробовав, не узнаешь. Если вы хотите приехать сюда поработать, дерзайте, как опыт. Почему нет? Это хорошая, спокойная страна. Еще пару слов скажу о работе в Катаре. Если вам повезет с работодателем, вы найдете реально адекватного, классного работодателя с достойной заработной платой, который, кстати, вам будет покрывать и жилье. 100% стоит сюда приехать. Но если вам будут предлагать зарплату в районе 2,5-3 тысяч реал, даже нет смысла сюда ехать. Это прям ты как белка в колесе будешь работать. И зачастую у многих здесь просто один выходной в неделю. Этого катастрофически не хватает. То есть, если вы будете искать работу, ищите, чтобы работодатель, в идеале это просто, чтобы работодатель вам покрывал жилье полностью, чтобы зарплата была минимум 8, 9, 10 тысяч реал, и чтобы было 2 выходных. В таком случае есть смысл сюда приехать, поработать, да просто даже посмотреть страну, поднабраться опыта, почему нет. Кстати, к моему удивлению, здесь все работает. Тут здесь работают магазины, работают рестораны. Строители также, кстати, работают. Прям все работает полноценно. Можно зайти покушать, можно просто погулять. То есть нет никаких ограничений. Но людей нет.
Блин, ну тут кайфово, реально, вот новые ощущения. Я давно вот, живя в Дохе, не испытывал этих новых ощущений. Здесь прям, ну нереально, ну просто прям, ну офигенно просто. Здесь надо побывать. Картинка это не то. Так что если будете в Катаре, бульвар Лусаил обязателен к посещению. А когда солнце опускается за горизонт, элегантный дизайн бульвара освещается завораживающей игрой огней, создавая сказочный пейзаж, способный соперничать с любыми мировыми мегаполисами. А там уже дальше, кстати, залив Персидский. Прикиньте, жить вот в таком вот небоскребе на самом последнем этаже, ну или хотя бы посередке, с видом вот на шикарный такой Персидский залив, встречать закаты, провожать, вернее, закаты, встречать рассветы, выйти вот сюда вот прогуляться. Там прям надвигается туча такая огромная. Я надеюсь, я не попаду под дождь, потому что здесь чревато попадать под дождь. Потом ты застрянешь просто где-нибудь на несколько часов, и черта с два ты вызовешь такси. Кстати, меня спрашивали, друзья, вы в комментариях вообще, как сюда можно приехать в Катар. Ну, сюда, во-первых, можно приехать как турист, и белорусам, не знаю, как насчет русских, по-моему, русским тоже, но белорусам сюда не нужна виза, можно находиться 3 месяца безвизово. Если сюда приезжать на работу, то лучше всего это делать через какое-то агентство. Кому интересно, через какое агентство я уезжал сам, я оставлю свой Инстаграм. Вот здесь вот он, в принципе, написан. Можете перейти на мою страничку, подписаться и задавать мне любые вопросы. Также я скину на него ссылку, кому как удобнее. Переходите, подписывайтесь и задавайте вопросы. С радостью на них отвечу. Но сейчас, скажу честно, с работой здесь напряг. Тяжело найти хорошую, высокооплачиваемую работу. Вообще, вот это не кажется, это песчаное море. Надо быстрее прятаться, потому что заметет. Guys, can I hide with you? Oh shit. Crazy. Ребята позволили спрятаться с ними. Жесть просто. Песчаная буря первый раз вообще. В моей жизни такое. Охренеть. Никак не ожидал, что я попаду в настолько сильную бурю. Помимо того, что это была песчаная буря, так еще и гроза началась. Просто что-то нереальное было. В общем, я укрывался от этого песка, ветра и дождя, наверное, час вот в этой каморке. Жесть, короче, я тут уже минут 15 стою, и дождь с бурей не собирает вообще прекращаться. Так что, друзья, это не конец ролика. Еще. Надеюсь, все будет в порядке, и я доберусь до дома, и ролик все-таки выйдет. Пока стрёмно. Буря очень сильная. Жесть просто какая-то творится. Думал на хорошей ноте закончить ролик. Не тут-то было. Благо вот эти вот зонтики стоят здесь, укрывают так более-менее от дождя этого. Что творится, конечно, это жесть. Я вообще первый раз такое вижу в жизни. Огромная песчаная буря, которая пошла вот дальше туда на город. Здесь уже она прошла, просто нереально, вы не представляете. Она просто проходит полностью все в песке, полностью. Охренеть вообще. Ну и после этого дождь пошел, и прям вот можете слышать, гром гремит. Я надеюсь, все в порядке будет, реально. Потому что творится, это хуже, чем первый день, когда вот я снимал, когда здесь все затопило. Нереальный ветер, просто ураган. Песок дует. Вообще просто жесть. Эти чуваки, он ходит здесь, укрываются. Дождь усиливается, буду прятаться.
Стоять не вариант вообще. Потому что, походу, она не собирается прекращаться. Вроде бы дождь прошел. Но ветер такой прям очень сильный. Но мне надо по-любому как-то добраться до метро. Ну, тут идти прилично, минут, наверное, 15. Буду как-то перебежками где-то прятаться. Походу я здесь застрял надолго. Собирался перебежать до метро. Ничего не получилось. Жесть просто какая-то творится здесь. Просто трэш. А воды все прибывает. Нереально. Дождь потихонечку прекращается, гроза уже прошла, пошла прям туда на город. Еще минут 10, я думаю, и смогу выдвигаться уже в метро. Ну, как обычно бывает, после дождя всегда выходит солнце, и вот буквально через минут 10 оно вышло. Друзья, как дышится после дождя, просто нереально. Вся пыль осела, полный кайф просто. Закат такой красивый. В общем, друзья, как вам? Пишите в комментариях, кстати, как вам райончик, понравилось, не понравилось. Мне так очень зашел. Я бы здесь вот даже бы жил, купил бы квартирку где-нибудь вот там. Ну, единственное, что зелени очень мало. Вот это вот как бы минус такой. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, где бы вы хотели жить. Где-нибудь у леса с речкой или с озером. Или вот в таком вот месте современном. Все-таки я бы, наверное, около леса с речкой. А вы? Друзья, такой получился выпуск сегодняшний, лайтовый влог. Я побывал в городе будущего, Лусаил. Здесь нереально красиво, все так современно. Ну, просто офигенно. Здесь классно просто погулять, приехать. Но жить вообще просто мечта. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайк. Я надеюсь, вам зашел этот выпуск. Оставляйте комментарии, что хотите, чтобы я для вас еще снял. И до новых встреч. Всем пока.